Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что спешит в вашу жизнь? События будущего с 10 по 20 июня. Давайте узнаем, что будет меняться. Или, может быть, мы слишком быстро пронеслись на полном ходу и что-то не успели заметить. И вот теперь это нам возвращается. Возвращается в виде мыслей, в наших предположений или ощущений. Это то, что мы не можем сложить в какой-то единый, возможно, красивый узор, но оно уже присутствует в наших ощущениях или в нашей душе. Когда мы можем себе сказать, и ведь на самом деле то, что мы думали, это случайность. А тут мы понимаем, что и невозможное возможно. И то, что мы приняли за какой-то сиюмоментный период, скорее всего, продолжается. И нам нужно несколько себя внутренне перестроить, понимать, что какой-то опыт нам был дан для того, чтобы мы сделали правильный выбор. Я этого не исключаю, мои дорогие. Мы с вами живем в эпоху перемен, поэтому встречайте все то, если это приходит на ваш порог, в виде людей, возобновления каких-то связей. Для вас я могу такое предположить. Пусть это будет ваш внутренний инсайт или то, что вам хочется осуществить. Опять же, ощущения. Они вам могут давать правильные подсказки. Мы с вами идем вперед, а я вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть на нем и статьи по психологии, есть на нем астрологический прогноз на июнь до конца 2025 года с позиции западной астрологии, а также китайской астрологии, какие энергии сейчас господствуют над нами. Ведь все равно, когда мы смотрим хоть прогнозы, хоть что-то читаем, мы перекладываем на себя через ощущения, мы переносимся в иной мир. Или думаем, как это может проиграться в моей жизни, в моей душе, какие возникают ассоциации определенно. Есть то, что следует додумать. События будущего с 10 по 20. Какая сфера жизни для вас будет наиболее важна? Я допускаю, что какие-то вопросы придется решать, может быть, даже пересмотреть свои планы. На колоде Таро первая наша карта будет называться «Неожиданность». Неожиданные события. К чему мы не готовы, а здесь оно случается. И пусть это будут приятные сюрпризы. Вторая карта «Что прояснится?» Может быть, и правда откроется, а возможно, это ваш внутренний инсайт, когда вы понимаете, что все имеет свою закономерность. И не случайные какие-то случайности, которые случились уже, произошли в прошлом. Они вот теперь зачем-то нужны. В чем ваша сила, в чем ваша фортуна, в чем ваш успех? И по основным сферам жизни – дела, работа, бизнес, учеба, согласование, у кого-то поездки, переезды. Словом, сфера ваших достижений. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Так что же там спешит или что прояснится? Ну да, по какому-то человеку конкретному вы можете окончательно сделать вывод. Есть то, что вам мешает жить. И вот вы это не можете проигнорировать, мои дорогие. Явно это история из прошлого. Это уже какой-то опыт вы получили в прошлом. И мыши это не есть что-то глобальное, что нам прямо вот, ну, очень мешает. Но сказать, что это нам помогает, конечно, мы не можем, но есть как точка какая-то или камень преткновения, который так вот досаждает или несколько в нас заставляет, может быть, тем, что мы вынуждены на что-то или на кого-то тратить время, постоянно проводить коррекцию в своих собственных планах, потому что есть какой-то пункт, с которым вы еще не разобрались. По этой карте мыши, они, скорее всего, появились не случайно. Где-то мы прошляпили что-то. Есть в нашей судьбе какая-то брешь или в нашей жизни какой-то недочет. Иными словами, вот этот лаз или вот это, откуда эта норка ведется, да, значит, и здесь может быть как и пересмотр отношений по части вашего окружения. С кем вы были откровенны? Ну, первый, наверное, вопрос. Может быть, вы когда-то о себе рассказали чуть больше,
Или был такой период в жизни, когда вам нужно было устраивать дипломатию, ну, как бы через дипломатию решать некоторые вопросы. И вроде бы вы их и решили. Но вот когда вы эту дипломатию в прошлом выстраивали, скорее всего, вы тоже были как на короткой волне с теми людьми, с которыми стоило держать дистанцию. Или вы могли просчитаться по части финансов с чем-то, тоже думая где-то, что будет теперь ну, какое-то безоблачное небо или продолжаться какой-то период. Здесь вот все равно, так или иначе, будь то материальный просчет, будь то это где-то через чувства, через наши взаимоотношения идет вот этот самый минус, и это нужно додумать. По крайней мере, это нельзя игнорировать вот в эти 10 дней. И, видимо, вот вы можете себя чувствовать словно в этой клетке, в какой-то западне. Может быть, у кого-то эти эмоции наиболее сильны. У нас-то тут показана клетка такая достаточно красивая, и вроде бы там даже роза находится. Нам приятно о чем-то думать. Может быть, это мы сами себя поместили, ну, как в какое-то пространство, либо мысленно, да, если мы говорим о наших предубеждениях, о наших каких-то стратегиях, когда банально мы строили одни планы, и мы были уверены, что этот план отличный, он, в принципе, не нуждается в коррекции, и тем самым мы себя, опять же, все-таки в рамки поставили. Здесь должны какие-то преграды, барьеры у вас закончиться. И ключи, мои дорогие козероги, в ваших руках. Причем, почему я говорю вот не случайно эти мыши? Потому что трефы. Трефы – это как по судьбе. Ну и похоже трефы как на крест. Знак креста. А здесь у нас финансы, бубны, деньги. Вот какая-то история, как по судьбе, финансовая, или пусть это не напрямую финансы. Очень часто это могут быть вопросы, связанные с жильем. Или даже работа, бонусы, например, да? Одному, ну, я для примера, премию дали, другому нет. Почему? Один вкалывал, а второй коленом кивал. А почему-то вот распределил руководитель именно так. И тут не время, понимаете, да, была нечестность, это точно, была какая-то неправда, она присутствует, это верно. Но откуда она берет начало? С чего это все начиналось? Значит, может быть, мы и сами где-то там погорячились или где-то наследили, что-то сделали не так, самое время исправить какие-то собственные ошибки. Или вот эту брешь как будто залатать, чтобы не было, ну, с какой-то стороны для нас неожиданной, вот, просачивание подобных персон или себя защитить буквально в некоторых позициях, которые касаются документов или каких-то материальных благ, или пусть это даже будет через чувства, значит, ну, расставить все точки над «и». Может быть, вы что-то и будете продолжать, безусловно. Есть люди, которых мы не можем отменить. Соседи, коллеги, родственники даже. Бывает, увы, и так. Отменить мы их не можем. Но выстроить другую политику ваших взаимоотношений, чтобы не было вот этой самой бреши, убытка или, как, знаете, мы узнаем какую-то тайну или узнаем какую-то новость, и мы, ну, где-то так думаем, что досадно, что это сложилось именно так. Мы можем, да, кстати, в эти 10 дней, это у вас, у кого-то из вас, будет желание как что-то изменить, переделать. Но определенно тут больше себя надо защищать. Причем подумать, мои дорогие козероги, как себя защищать. Ведь мыши – это то, что тайна. Это то, что скрыто. Они появляются внезапно. А так они где-то живут среди нас, но мы их постоянно не видим и постоянно не контактируем. И вдруг мы видим уже что-то как в конечном варианте. Или то, что было сделано, проделано кем-то, для нас словно оставалось какой-то период в тени. А вот теперь она выходит наружу, и мы понимаем, да елки-палки, почему же это произошло? Ключи, опять же, в ваших руках. Какие-то мудрые решения. Все неоднозначно, это точно, в эти 10 дней с 10 по 20. Поэтому будьте где-то готовы к тому, что правда какая-то для вас откроется. Может быть, это и ваш внутренний инсайт. И вот посмотрите, придется договариваться, быть дипломатом, но сохранять себя самого или саму. Букет. Сам по себе, когда
Ну, период, много приятных эмоций, вам могут говорить комплименты. С учетом аркана мыши, даже если вам кто-то поет дифирамбы, мои дорогие, или словно оду сложил в вашу честь, ну, это я так аллегорически говорю, ну, начинает вам оказывать знаки внимания или больше комплиментов. Надо подумать, а зачем это человеку нужно? Ну, вот тут не все так однозначно. Не все, увы, люди-братья, и не все то золото, что блестит. И это не значит, что мы строим барьеры. Вот, наверное, весь фокус этого периода в том и заключается, как самому, словно из этой клетки, надо выйти, но не отгородиться от мира, а выстроить правильные взаимоотношения даже с теми людьми, которых, возможно, и не хочется видеть, а с теми, наоборот, кто даже вот кто говорит комплименты, тут тоже нужно делить надвое. Есть те люди, которые, безусловно, стоит доверять или которые заслуживают вашего внимания, продолжения взаимоотношений, но не замечтаться. С некоторыми, может быть, и придется продолжать общение, но вы должны понимать, что это я вынужден или вынуждена на короткий период, а дальше мне, видимо, придется где-то взять ракурс в другую сторону. Но не резко выходить из этих отношений, у кого-то так, а именно как-то постепенно. Как-то может быть и мудро, а может быть и хитро, как будто не остается другого выбора. Вот интересно, с чем это может быть еще связано. Карта женщины. Может быть, это, мои дорогие, тут банально. И, к примеру, для мужчин есть важная женщина в вашей жизни. Это карта любящего человека. По сути дела, это какая-то история любви. Но тут ведь могут быть препятствия, кстати. Тут в виде мышей сплетни могут быть, мои дорогие. Ну или пусть это просто какие-то сплетни и не взаимосвязаны вот эти две карты. Поэтому я говорила, информацию делите надвое. Если говорят комплименты, значит, нужно спросить у себя, а зачем это человеку нужно? И так вот немножко, пару минут позволить себе на размышления. Но и если вы слышите какой-то негатив, он вам может не нравиться, вы можете, к примеру, к какому-то человеку относиться со знаком минус, да? Вам неприятно это слышать, а человек говорит правду. Тут любую информацию нужно перепроверить. Или наоборот, вам говорят какую-то информацию, вы приходите словно в состояние шока. А это сплетня. Опять же, доверяй, но перепроверяй. Вот все карты нам где-то говорят об этом. Причем, если перепроверил и понял, что тебе врут, это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Мы делаем выводы и идем дальше. Мы не должны себя погрузить в какую-то клетку. Тут ведь, знаете, могут быть такие метаморфозы, что вас кто-то вызывает на эмоции, зная ваш характер. Или зная какую-то вашу предысторию, когда вы о себе рассказали больше, чем следовало. И теперь вы открытая книга. Поэтому вот эту книгу нужно закрыть, выстроить, как сломать о себе какой-то шаблон. Но это не значит, что это мы делаем явно, потому что методы борьбы с такими крысами, мышами, будем говорить, или с теми людьми, которые нам пытаются подставить подножку, тут они не в открытую, они совершенно по-другому. И очень осторожно, аккуратно. Если даже кто-то одевает маски, значит, и вам, мои дорогие козероги, приходится тоже одеть маску, по крайней мере, на какой-то период, пока вы не разберетесь. И даже если вы за собой никакого лицедейства, талантов к нему прежде не испытывали, а выбора у вас другого нет. По крайней мере, я так вижу по 4 картам. И если вам кто-то о любимом человеке, скажу откровенно, говорит какие-то небылицы или какие-то новости, перепроверяйте. Здесь именно люди могут просто врать. Или пытаться, к примеру, может быть, у вас слишком радостное лицо, что-то у вас получилось. Я вполне могу такое допустить, потому что очень серьезный аркан, который 33, знаковое число, дает 6. 6 – это победа, и ключи в ваших руках. Так вот, глядя на ваше выражение лица, кому-то может показаться, дай-ка я ему ложку дегтя в бочку с медом добавлю, а то ему как-то жизнь очень улыбается, а мне вот нет. Тут кто-то как желание досадить. Причем все средства хороши для этого человека, поэтому будьте внимательны. У кого-то в личной жизни банально, родственники могут тоже ставить палки в колеса, быть против вашего избранника, избранницы, ну, самые разные направления. Мои дорогие девочки, это время
когда себя нужно обезопасить. Вы можете как магнит, правда, притягивать к себе людей, причем самых разных. И прежде чем вы в них разберетесь, лояльность ко всем, а вот хитрость, ну, наверное, тоже ко всем. Ну вот так, мои дорогие козероги, как будто, ну, нет у вас возможности расслабиться и думать, что, ну, вот идет оно так и идет. Нет, здесь период какого-то анализа. Причем не самоанализа больше, когда вы там самокопанием занимаетесь, а нет, тут что-то стоит каждый день у причала каждого дня. Есть реальность, неожиданности. По двойке мечей это может быть или мог быть какой-то конфликт. Вот нам конкретно об этом карта и говорит. А еще это была какая-то сепарация, может быть, и все то, что я вот только что говорила долго. Как раз в неожиданностях что-то подобное и может проиграться. И тут не надо никому ничего доказывать. Тут нужно создать для себя запасной аэродром. Возможность, когда мы, избегая конфронтации, отступаем полшага назад. И это не значит, что мы согласились с этим человеком. А это значит, что мы более хитро поступаем. Мы не поднимаем перчатку, когда ее нам бросают, втягивая в какой-то спор или конфликт. Или пытаются, может быть, даже вовлечь вас в то дело, которое касается какого-то другого совершенно случая или других людей, да. Вот есть такое же, двое дерутся, а виноват третий. Вот у вас что-то подобное в неожиданностях, мои дорогие, не должно проиграться. А если этот конфликт, он уже случился, вы можете здесь увидеть, допустим, даже изменить мнение о конкретном человеке. Даже, к примеру, если один из этих двух персон высказывался резко, а другой, напротив, был дипломатом, здесь вы можете узнать такую новость, что, а ведь прав был как раз тот, который был резкий, может быть, он был на волне эмоций, он не сумел себя сдержать. Понимаете, тут как будто сколько ты не доказывай, сколько ты не бейся, тут не то время, бесполезная трата сил, энергии, нервов. Здесь хитрый, мудрый подход вам помогает. Или вы нейтрализуете какой-то конфликт, и значит, даже среди тех людей, которые были как сторонние наблюдатели, вы не создадите недругов, мои дорогие. Вот почему-то карта Таро тоже дополняет аркан Ленорман и говорит, что дипломатия – это ваше все. Но запасной аэродром, или когда мы можем словно полшага назад отступили и скрылись в этой самой тени, мы можем быть этим самым наблюдателем. Видимо, вы эту декаду определенно вам помогает. Но здесь и какая-то тайна может открыться. Так что же у вас прояснится? Смотрите, у вас прекрасная карта четверка жезлов. Это карта якоря, уверенности, возможности, решения вопросов, кстати, по части и личной жизни одновременно. Недвижимость или место вашего пребывания, пребывание с вашей семьей или с вашим близким человеком. Может быть, это и личная история, но которая положена, опять же, на материализм, на конкретику, на ваши какие-то последующие решения, выбор и действия. И по четверке жезлов – это не просто уверенность, как я сказала, а это необходимая база, как твердое намерение процветать, что-то продолжать, то, что лично для вас имеет значение в новых энергиях. А я бы еще сказала, что прояснится. Вы сами проясняете именно тот вопрос, как защитить себя, как защитить своих близких, как защитить свой проект. Все-таки жезлы – это у нас дела, работы, бизнес или откуда приходят деньги. И значит, вот всех этих областей может касаться ваша новая стратегия, тактика о том, что вы, может быть, поставите во главу угла главное себе не навредить и осуществить собственные планы или свою мечту. Но методы вы будете корректировать, мои дорогие. И как только вы начнете где-то одевать на себя маски, у вас поменяется, может быть, как и круг вашего общения, или постепенно с вами люди будут более откровенны. Кто-то, к вам, к примеру, придет пошептаться и принесет вам какую-то новость. Причем не когда вы сами добиваетесь чего-то, а когда невзначай. И для вас какой-то пазл сложится. Иными словами, вот эта уверенность, вот этот якорь или какое-то благополучие в той или иной мере, оно будет укрепляться
и двигаться по нарастающей. В чем же ваша сила, в чем ваш успех? Ну, точно, все то, что я сказала. Правильное взаимодействие как с людьми, так и правильное отношение к деньгам, к тому, что вы подписываете, к документам, когда вы все читаете, предельно внимательны. Ведь эта карта очень часто детализация, так и называется, прописана инструкции. Вот эти два слова, которые ни разу не уводят нас куда-то в сторону. И это я об этом уже говорила. И это карта марафонского забега лет на 10-20. Вполне вероятно по этой карте, в чем ваша сила, у вас явно есть единомышленник. Я очень часто говорю, когда выпадает рыцарь Пентаклей, да, это ваша какая-то стратегия должна быть, может быть, пересмотрена на долгий период времени. Ну и сам марафон. Жизнь – это не спринт, кто придет к финишу первый, а это именно марафон. Когда, может быть, и открывается у нас второе дыхание, почему нет? А может быть, и не открывается, а продолжать нужно. И вот тогда будет очень важен вот этот период, когда мы можем полшага отступить, как будто перевести дух собственный, да, сделать внутреннюю перезагрузку, о чем-то поразмышлять, сделать важные выводы и идти потом дальше. Может быть и так. Но если еще конкретно, что вам помогает? В вашем окружении, правда. Вы, кстати, можете даже не думать на этого человека, а есть та персона, которая вас может где-то выручить финансами. К примеру, если нужно провести какой-то платеж, а ваши деньги задерживаются. Или есть тот человек, который вам может помочь дельным советом, именно дельным, который вы как инструкцию можете на свою стратегию и тактику и переложить. Здесь есть определенно какая-то история, которую следует продолжать и детализировать. Может быть, себе составить, кстати, план А, план Б, план С. Попробовали через опыт что-то одно. Ну, вот такие пробные шары, как будто кинули. Или через практику попробовали себя в новом деле. Ведь рыцарь Пентакли самый медленный рыцарь. Почему он медленный? А потому что что-то нужно опробовать. Надо всему уделить внимание, ухватить то, что витает невидимо в пространстве в виде информации, а потом это где-то через практику, через ваши действия переложить в нашу реальную жизнь и понять, нужно это мне это или нет. Вот здесь такие задачи, это вам все помогает, причем это где-то вам помогает на достаточно продолжительный период времени. Добрые дела наспех не делаются, это тоже помогает, мои дорогие. Вот посмотрите, видимо, если вы пользуетесь вот этими энергиями, о которых мы говорим, туз чаш, вы можете решить какой-то вопрос, вы можете через дипломатию договориться. Опять же, здесь черви, а здесь кубки. И это на сферу достижений. И неважно, что тут у вас, документы, желание учиться или не сдали экзамен, завалили, надо идти пересдавать. Улыбайтесь, мои дорогие козероги. Через добрые энергии транслируйте мир. Но при этом будьте очень внимательны. Здесь вам необходимо совместить как вот эту дипломатию и четкий такой трезвый, холодный ум, цепкость ума, критическое мышление. Вот все для вас важно. И вы где-то понимать должны, куда ведет то или иное дело, решение того или иного вопроса. Но вот как соединять ваше намерение, которого вы собираетесь достичь, и день сегодняшний. И вот тогда у вас и получается сложить вот в этот красивый узор или в этот кубок, когда вы останетесь довольны. Определенно, это карта радости, карта возможностей, где-то карта счастья, а у кого-то через личную жизнь. Действительно, с учетом вот этих вот карт, вы будете со своим любимым человеком, может быть, уже строить планы на будущее. У кого-то и по переезду, или готовиться, кстати, к переезду, или готовиться встреча. Но вот есть тут что-то, что вы можете переложить именно через материализм или через решение каких-то вполне конкретных вопросов на бумаге, прописать, может быть, что-то. Когда чувства и конкретика, они соединяются, и вы остаетесь довольны. Что же тут по финансам? Хотя по финансам четверка жезлов уже где-то говорит, что деньги у вас есть. Но, может быть, сохранять деньги. И вот об этом где как раз и говорит нам больше карта. И если мы про мышей, тут ведь урон имеется в виду какой-то материальный. То есть все-таки присутствует где-то тема финансов.
И карта нам говорит, семерка жезлов, тут на вас могут воздействовать. Воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились. Или, наоборот, пытаться вас увести от дел насущных куда-то в сторону, чтобы вы опять же согласились и участвовали не в своих проектах, а в чьих-то. И нам двое, очень красноречивая карта, спасают свое добро. Вот самое время уделить, как и финансам, или, может быть, новой стратегии, тактики, опять же, но по финансам. И мы ожидаем уже в июле, когда Уран перейдет в знак Близнецы. А мы знаем, что Уран – это инновационная планета, это какие-то революционные перемены. Имеется в виду, это для нас где-то тоже неожиданность. Мы к этому не привыкли. А более того, мы даже не ожидали. Вот с чем-то подобным мы можем столкнуться, и это только первые шаги. Правда, перейдите, прочитайте мою статьи мои, там периодически я именно в свете вот этих планетарных транзитов и создавала свои описания. Потому что мы можем за период с июля по ноябрь, с одной стороны, для себя больше определений увидеть, потому что перейдет Уран, это ведь не короткий период, точнее короткий период, как проба пера Урана в Близнецах, а уже в 26-м году в апреле на 7 лет перейдет Уран в Близнецы. И для нас тут могут начинаться такие метаморфозы. И вот быть готовым к тому, что все вокруг меняется, себя, может быть, и обустроить, или, мои дорогие, создать для себя подушку безопасности. Почему? Уран, он все дробит, а у вас на финансы спасай добро свое, себя где-то, да, какая-то все-таки финансовая ситуация, может быть, и через работу вами должна быть пересмотрена. Обучаться чему-то новому, рассмотреть не, к примеру, банально ни в одной валюте, допустим, хранить свои сбережения, а как-то распределить, рассредоточить по-разному, да, рассмотреть новые способы заработка, может быть и так, откуда к вам приходят деньги. В конечном итоге вы должны сохранять собственную ресурсность и преувеличивать. Деньги вроде бы как есть, они будут, но от нашей где-то может быть, и неграмотности в некоторых финансовых вопросах. А и правда, посмотрите, как быстро все меняется. Мы ведь понятие, в основном, даже если 5 лет тому назад, что такое электронные деньги, даже никто не предполагал. Получал деньги именно как кэш, то есть на руки, наличными. А теперь мы все переходим в режим онлайн, да? Так вот тут что-то подобное будет развиваться с молниеносной какой-то стремительной, ускоренной силой. И нам идти в ногу со временем совершенно необходимо. Ведь это деньги, это основа или как способ взаимодействия с миром, это наши возможности. И вот вам карта говорит, рассмотри это с учетом Урана и какого-то дробления. Подготовься как будто. Личная жизнь. И, кстати, рыцарь Пентаклей, ведь мы говорим, детализация, инструкция, в этом ваши силы. Вот, может быть, по инструкциям даже что-то для себя, как ищете, к примеру, в интернет какую-то информацию, и часто, к примеру, Google может вам давать, на самом деле через Google можно обучиться много чему, много найти полезных ресурсов. Понятно, что мы себя должны сохранять, и если какой-то баннер в виде или тизер в виде рекламы в вашем смартфоне выскакивает, это не значит, что ради любопытства мы тут же нажимаем. Мы анализируем, а нужно ли вообще жать на эту ссылку, идти туда, иначе завтра мы можем лишиться буквально вот этих самых денег. То есть, в этом тоже плане надо понимать, как это отличить, как от фейкового письма, допустим, пришедшего на вашу почту, отличить нормальное письмо, да, как проверить вот эти вот ссылки. То есть вот есть какая-то грамотность. И меня смотрят люди как из разных стран, так еще и разного возраста, поэтому есть чему обучиться. Иными словами, обучаться себя сохранять. Но в личной жизни какой-то вопрос точно может быть решен. И пусть это не через чувства. Опять же, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Но это как-то перекликается с личной жизнью, с домом, с местом вашего пребывания, нахождения и еще какими-то перспективами. Карта победителя нам тоже говорит, что да, победа у тебя есть, правда, но ты должен свои позиции сохранять. И ты не можешь расслабиться. Иначе, как только вы расслабитесь, все пойдет наперекосяк. Вот такой период для вас, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.